Приветствую вас на канале «Провальный инвестор», канале, где мы говорим про деньги, про инвестиции, про финансовую независимость. Сегодня будет немножко необычный выпуск, потому что он рассчитан только на еврейскую аудиторию. Данный выпуск предназначен только для евреев, так как для других слоев населения, я думаю, что вся эта информация не актуальна. Поговорим сегодня о том, почему выгодно быть евреем. Я решил затронуть эту тему, потому что на той территории, на которой мы находимся, территория бывшего Советского Союза, страны СНГ, к сожалению, многие собратья мои, они потихонечку теряют связь с еврейским народом, они хотят вписаться в ту тусовку, в которой мы там уже находимся, и, соответственно, они не совсем понимают те выгоды, которые несет принадлежность к еврейскому народу. Поэтому я хочу в нескольких нюансах осветить, что вы теряете и что вы находите, как говорится, и почему все-таки выгодно оставаться евреем. Вообще, в идеале, не стоит в этих территориях вообще ничего делать. Но в любом случае, почему выгодно оставаться евреем, мы поговорим в этом выпуске. Давайте разбираться. Итак, начну я, пожалуй, с того, что я абсолютно не буду трогать тему религии, соблюдений и так далее. У меня канал про деньги, соответственно, я буду говорить сугубо про денежную выгоду, то есть почему финансово выгодно принадлежать к еврейскому народу. И первое, что я хочу затронуть, но я думаю, что это достаточно известная вещь, но тем не менее, иди знай, кто-то, может быть, не слышал, поэтому пару слов уделим, что есть очень много программ от государства Израиль, которые помогают евреям посмотреть сначала, что такое Израиль, потом как бы понять, что там можно делать и помочь, в общем-то говоря, и в образовании и так далее. Есть программа Таглит, это бесплатная 10-дневная поездка, в основном для молодежи, поэтому я в свое время очень рад, что посетил по этой программе государство Израиль. До этого я не очень понимал, что, как говорится, я теряю, находясь в Украине и так далее. В общем, я думаю, что если вы молодой человек и не были еще в государстве Израиль, я думаю, что вам стоит загуглить, что такое таглит. Дальше, когда человек попадает уже в Израиль и понимает, что, как говорится, это небо и земля, есть программа МАСА, которая в мое время, я тоже ее посетил бесплатно, это шестимесячная программа, обучаешься, получаешь новый диплом, получаешь все это время стипендию. В общем говоря, живешь себе, кайфуешь, получаешь деньги, ничего особо не делаешь. Если хочешь, получаешь новую профессию. В общем-то говоря, все очень познавательно и имеет смысл тоже. Это, по-моему, раньше было до 30 лет, сейчас не знаю. Но в любом случае, я думаю, что это имеет смысл. Это первое, что я хотел сказать, но я думаю, что и так это много кто знает. Второй фактор, почему финансово выгодно быть евреем, даже никуда не уезжая, это потому что есть очень много программ на местах, которые предлагают, грубо говоря, ежемесячную стипендию за то, что вы немножко учитесь. Вам предлагают обучаться, это может быть Stars, это может быть другие программы, но вам платят ежемесячную стипендию. Когда я был в Украине, на самом деле это были уже не такие маленькие деньги, по крайней мере, когда доллар поднялся, то в целом это уже было не так мало, как когда-то, когда я начинал. И я думаю, что в принципе за то, что вы там час уделите в неделю или 2 часа в неделю, те деньги, которые вам предложат, я думаю, что это имеет смысл. Поэтому можно иметь в виду, что я думаю, что любой синагоге вы можете найти программы, за которые вам готовы платить деньги, просто за то, что вы будете приходить учиться. Ничего вам не нужно от себя предоставлять, ничего не нужно платить. Вам готовы платить только за то, что вы еврей, только за то, что вы придете, послушаете лекции. Ничего там такого сложного нет, никто вас ничего не заставляет, не принуждает. Но, как говорится, я думаю, что деньги лишними не бывают, поэтому кто не знает о существовании таких программ, можете либо загуглить, что такое программа Stars, либо можете прийти в ближайшую синагогу, и я думаю, что вам объяснят, какие у них есть программы и сколько вы можете зарабатывать. На самом деле, иногда это не маленькие деньги. По этим программам я знаю, что иногда даже можно зарабатывать до 500-600 долларов в месяц, поэтому это не маленькие деньги. Я знаю людей, которые живут на эти деньги, поэтому я думаю, что если у вас будет интерес, то вы сможете без труда найти такие программы. Вот. И я думаю, что материальная сторона вопроса вас тоже заинтересует.
Третий фактор, почему выгодно быть евреем, это потому что есть очень много работ, которые изначально не предназначены для работников не евреев. Есть очень много работ, связанных с какими-то внутренними нашими аспектами, допустим, чтобы еда была кошерная, за этим может наблюдать только еврей. И, соответственно, мы не можем взять на эту должность, какой бы он ни был профессионал, но если он не еврей, мы не можем его взять. И из-за того, что таких рабочих надо много, а нас не так много, то, соответственно, есть очень большой дефицит работников. Не только, допустим, те, кто отвечает за кашрут, но и в многих других сферах очень часто не хватает работников для наших внутренних потребностей. Соответственно, дефицит приводит к росту зарплат, и зарплаты, допустим, у людей, которые следят за кашрутом, могут начинаться от там, 1000–1500 долларов и, как говорится, идти выше в зависимости от того, где конкретно вы работаете и на какой должности. У нас не хватает ни шойхетов, я знаю, это те, кто режут. Там зарплаты вообще бешеные. Я знаю место, где не могли найти шойхета на зарплату где-то, ну, скажем так, в Украине это квартира. Плюс-минус. Вот такая зарплата в месяц, что вы можете купить квартиру. Допустим, однушку в Одессе точно можете. И, в общем, есть очень много вакансий, на которые никто другой претендовать не может. И мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся с тем, что мы ищем и не можем найти человека даже на там, зарплату 1500 долларов. Не можем мы найти человека, потому что нам нужен еврей. И, к сожалению, мы не можем закрыть нужное количество. Поэтому большой плюс то, что вы являетесь евреем, это то, что вы изначально, если захотите, можете найти и претендовать на вакансии, которые предназначены только для евреев. Понятно, что там есть определенные стандарты, которым нужно соответствовать, но в любом случае, если у вас есть выбор работать там, даже на те же 400–500 долларов, которые предлагают в Украине, или там на 1500–2000, которые предлагают где-то в другом месте, то я думаю, что очень часто имеет смысл задуматься, а почему бы не перестать конкурировать с кем-то за это место за 400 долларов и занять место, которое почти без конкуренции, на гораздо более высокую зарплату. Четвертый и пятый факторы, они будут немножко нематериальные, но которые значительно улучшают качество нашей жизни. Итак, четвертый фактор – это знание. Мы живем среди других народов и, соответственно, учимся у нашего окружения, как зарабатывать деньги, как воспитывать детей, как создавать семьи и так далее. И вот я тоже, собственно говоря, этому всему учился, пока не узнал, что, оказывается, у нас испокон веков передается наша традиция, как это все делать. И я был очень удивлен, когда узнал, что на самом деле мы можем лучше зарабатывать деньги. О семьях я вообще молчу. Наши семьи и близко нельзя сопоставить с семьями других народов. Вы можете посмотреть, сколько у них разводов. Там, я не знаю, когда-то было 50%, и уровень отношения в семье – это совсем халоймас. В общем, для того, чтобы понять, что такое настоящая семья, надо поехать в Израиль и прийти в израильскую семью. Я думаю, что вы будете в шоке. И после этого строить семьи так, как строят это окружающие нас народы, и вы точно не захотите. По крайней мере, я, когда это увидел, я вообще не захотел. Это совсем другой уровень отношений муж к жене, отец к детям, дети к родителям, старшее поколение, молодое поколение. Это все совсем другое. Если вы, конечно, мечтаете стать в конце жизни отбросом, который не знает, как пользоваться телефоном, и поэтому его внуки считают его старпером, это ваше право. Но в нашей традиции и в наших семьях старших уважают, есть почет, есть, собственно говоря, совсем другое отношение к людям. Это даже сложно иногда передать словами, но это надо, в общем-то говоря, несколько раз увидеть, и вам все станет понятно. То же самое касательно воспитания детей. Есть очень много книг, которые написаны именно по еврейской традиции, как воспитывать детей. И я думаю, что то, что делают с детьми окружающие наши народы, это вообще не наш путь. И, собственно говоря, это приводит к нехорошим последствиям, в принципе, что для них, что для детей. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, после того, как я познакомился с нашей традицией, даже то, как зарабатывать деньги, на самом деле окружающие нас народы вообще не знают. Я думаю, что все понимают, что мы справляемся лучше. Поэтому очень, я думаю, что важно для нас самих понять,
все те знания, которые передаются у нас из поколения в поколение. Есть очень много уроков на эту тему и в Ютубе, и в любой синагоге. Я думаю, что вам с радостью покажут, где почитать, где посмотреть, с кем поучиться. Я думаю, что это будет очень полезно, в том числе для того, чтобы зарабатывать больше денег. Приведу свой пример. Когда я начал учить Талмуд, наши договора стали гораздо-гораздо лучше. Такие ситуации, которые мы могли предусмотреть в нашем договоре, я думаю, что большинство юристов, которых мы могли нанять, я думаю, что они бы не справились. Поэтому наши договора, они обеспечили нам возврат очень многих наших средств, которые мы выдавали в рамках наших инвестиций. И это только один пример. Многие знают, что тот, кто учит Талмуд, он гораздо лучше делает бизнес. Можно много еще говорить, почему хорошо быть евреем, но на сегодня будет последнее. Это то, что вы принадлежите к народу, который находится по всей территории земного шара, и куда бы вы ни попали, вы можете рассчитывать на помощь. Если вам такая пригодится, если вам нужно любое содействие, вы всегда можете прийти в синагогу, вы всегда можете найти людей, которые являются братьями вам по крови. И это самое прекрасное, что только может здесь быть, потому что ни один другой народ не может этим похвастаться. Они не могут этим похвастаться даже у себя внутри страны, не говоря уже о чем-то другом. И очень это видно, особенно когда возникают какие-то критичные ситуации. Допустим, в моем случае, как я и говорил, я уехал из Украины голой боссой. Никому я не обращался, ко мне сразу пришли евреи, сказали: смотри, вот тебе жилье, вот тебе питание, вот тебе все, что тебе надо тебе деньги, дадим денег. В общем, это нормально среди евреев, вот так вот, вот такое отношение. Потом мне купили билет на самолет, дали работу, дали опять место в гостинице, все, в общем, дали. Ничего, ни копейки я не платил. Вот так это работает среди евреев. Это немножко неожиданно и непривычно. И поначалу я тоже думал, что они от меня хотят, но это потому, что наша ментальность идиотская вот в том месте, где мы росли, она просто не приспособлена, чтобы мы относились нормально к другим людям. Там человек человеку волк, все друг друга грызут. И, в общем, когда выходишь из этой среды, действительно ожидаешь постоянно подвоха. Но со временем, когда ты привыкаешь к тому, что тебе все действительно хотят только добра, ты уже, честно говоря, не очень хочешь возвращаться обратно, там, где вот эта грызня вся происходит. Потому что это совсем другое качество жизни, когда ты живешь среди народа, который все хотят сделать тебе только хорошо. Пожалуйста, что тебе надо, обращайся, мы тебе поможем. Потом со временем ты уже понимаешь, что и ты хочешь быть среди тех, кто помогает, потому что это тот, кто помогает, он знает, какое это удовольствие сделать что-то хорошее. Особенно это как сделать что-то хорошее своему брату, родному, не родному, какая разница. Это на самом деле все эти стереотипы у нас в голове. И, в общем, это качество жизни, и эта принадлежность к такому народу, это действительно, я думаю, что то, чем мы можем похвастаться, и то, чем вообще не может похвастаться ни один другой народ. Я думаю, та сплоченность, которая у нас есть, ни один народ никогда к ней не придет. Как бы они на нас не обижались, но я думаю, что они никогда не смогут прийти к этому состоянию. Поэтому имейте в виду, что как бы сложно не было, всегда у вас есть на кого положиться, всегда есть кому прийти и попросить помощь. По крайней мере, в Украине я знаю очень много организаций, которые помогают и во время войны. И в Украине очень много еврейских организаций помогало. И я знаю, что точно никто, как говорится, с голоду не умер. Все, кто захотел, уехал, им тоже помогли. Все, кто захотел остаться, им до сих пор помогают. Поэтому я думаю, что к такой группировке выгодно принадлежать. На этом, я думаю, что пока что закончим, потому что это можно продолжать бесконечно. И единственный мой посыл, который я хотел донести этим видео, как я и говорил, это только для евреев, тем, что я думаю, что не стоит нам смотреть на окружающих, не стоит с ними смешиваться, нужно держаться отдельно, нужно быть евреем, нужно идентифицировать себя как часть еврейского народа, и тогда те плюшки, которые вы получите, я думаю, что перекроют все минусы, которые могут казаться. Хотя, опять же, это все в нашей голове, и я думаю, что когда ты с этим справляешься, немножко по-другому смотришь на вещи, понимаешь, что гораздо лучше быть по эту сторону,
чем по ту сторону. Я думаю, что еще будет не одни видео на эту тему, потому что очень много, к сожалению, евреев, которые остаются на тех территориях, они выросли в такой среде, где не принято об этом говорить, не принято вообще считать себя евреем, не принято себя выпячивать. Но, к сожалению, нужно понимать, что это не наш путь. Нам нужно быть отдельно, нам нужно понимать, кто мы есть. У нас отдельная, как говорится, миссия. У нас совсем другая жизнь. И в большинстве случаев, когда мы понимаем все прелести этой жизни, она действительно становится прекрасной. Поэтому не прощаемся.